Всем привет! Меня зовут Медер, это канал не для всех, и сегодня очень важное видео на моем канале. Я рассказываю, как я переехал в США, какие основные этапы я предпринял, какие шаги я сделал, чтобы уехать в Америку. Поэтому, если вам интересна эта тема, смотрим, потому что здесь я расскажу очень много деталей, как я уехал, по какой визе, что я предпринял, в общем, шаг за шагом, четкая информация, вот тот алгоритм действий, который помог мне оказаться вот здесь. Ну а мы переходим к основной теме, да? Основные этапы. Что я хочу сказать? 6 лет примерно я готовился к переезду в США. Да, не пугайтесь, но в моем случае это так и было. Ровно 6 лет назад у меня не было особо возможности вообще что-то планировать, да, в своей жизни. И я первое, что сделал, это переехал в Катар, в Доху, работал официантом. Это помогло мне просто получить какие-то минимальные возможности зацепиться за границей и уже продумывать свои планы основательно, тщательно. В общем, у меня появилась та возможность немного приблизиться к Америке. Я специально отметил этот факт, потому что я из Кыргызстана, из СНГ, и я понимаю, что у многих людей сейчас, кто смотрит это видео, не так-то много возможностей, поэтому задумайтесь, да, о том, чтобы куда-нибудь уехать, подработать. Поверьте, все там будет четко, все получится, это вас приблизит к основной цели. Ну а реальные действия по переезду в США я предпринял в Дубае, в Эмиратах. И первый этап, который я выделю в этом видео, это установка бюджета. Это очень важный момент. Я заложился, конкретно понял, сколько нужно примерно мне для комфортной подачи на визу. Я понял, что мне нужно найти стабильную работу, чтобы сделать бюджет, чтобы появилась возможность получить визу, переехать. Поэтому очень важно, чтобы вы заложились на бюджет, примерно посчитали, сколько вам нужно, и не игнорируйте этот момент, потому что без денег это все не сработает. Оно будет у вас откладываться год за годом, да, потому что вот у меня нет бюджета. Поэтому, да, конечно, подсуетитесь, подумайте, как, откуда найти деньги, и вы должны четко знать, что вы эти деньги заработаете. Вы это сделаете, вы будете экономить, вы будете... Чем я и занимался. Я экономил, я контролировал бюджет. Каждый день я посвящал тому, чтобы сохранить деньги на подачу на визу. Поэтому это работает, но нужно быть как бы очень собранным и не отходить ни на шаг от того, что вы заложили. Следующий мега важный этап во всей подготовке – это сбор информации. Я собирал информацию отовсюду про США. Я искал, что, где, как и почему. И вот мы сейчас подошли к самой важной теме, да? Как я уехал, через какую визу. Я искал много блогеров, смотрел, что к чему, как работает. Вариантов уехать в США не прям так много. В итоге я уехал по студенческой визе. Изучал, какие варианты. Сначала я думал уезжать через университет, потом еще что-то, еще. В итоге, ну, как вы можете догадаться, я уехал через языковые курсы. Это очень рискованный вариант, он не всегда срабатывает. Должны совпасть очень много факторов, чтобы у вас это произошло, как бы это все сработало. Но вот это моя история. У меня это получилось. В отдельных видео я обязательно расскажу, что конкретно было в этой истории, какую школу я нашел, сколько это все стоило. Все будет. Но основная идея в чем? Информация, которую я искал, она была везде. YouTube, Instagram, Google поиск. В общем, 2 года я изучал этот вопрос, и ответ он нашелся. Следующий этап, что я сделал? Я нашел визового агента. Агент, который помог мне подготовиться к подаче на визу в США, подсказал, как это сделать, помог мне заполнить все нужные документы. В общем, тот профессионал, который
взялся и объяснил мне вообще, как это все устроено, более детально. Это люди, которые знают, что они делают, они могут вас направить, подсказать. В общем, это очень важный момент. Кстати, хотел отметить, у меня была такая ситуация, что я мог сам найти себе курсы, я мог сам выйти на связь с ними. В общем, что я и сделал, я нашел для себя курсы, списался с ними, все обговорил, а с агентом я просто обсуждал уже просто подачу на визу, да, F1. Вот. Но хочу дать такую рекомендацию. Те люди, которые не чувствуют себя уверенными в общении там, по имейлам, да, с новыми школами, тем более на английском языке, то, конечно, лучше обращаться к агентам, которые могут еще и подыскать для вас школу. Нужно обращаться к профессионалам, и нужно, да, где-то заплатить деньги, но это работает. Лучше обезопасить себя. Поэтому вот такой важный этап во всей этой истории – визовый агент. Агент, который поможет вам вообще подготовиться к подаче на визу. Итак, после того, как я обсудил все с визовым агентом, мы приняли решение, что я буду подаваться в Испании. Вот такой вот, да, неожиданный для меня был момент, потому что, ну, я думал, там, может, какая-нибудь страна рядом, потому что это было ковидное время, не все посольства работали, поэтому мы думали, где может быть поближе. В итоге решилось так, что это Испания. Да, я подавался там, я получил визу там. В общем, следующий этап во всей этой истории – это получение Шенгена. Это отдельная также история, это отдельное видео 100%. Шенген получили, мы подавались на визу с моей женой, весь процесс мы проходили вместе. В общем, это вся история не только про меня, но и про мою жену, как мы вдвоем уехали по студенческой визе. Вот, я как студент, она как жена студента. Следующий этап – это сама поездка в Испанию, получение визы, самый нервный этап во всей этой истории, ну, наверное, и самый приятный, и самый эмоциональный тоже, потому что, во-первых, очень все было тяжело, когда мы собирались уезжать в Испанию, появился омикрон, и было тяжело вообще понять, улетим мы, не улетим. Я просто отпустил ситуацию, сказал, что окей, мы все сделаем как надо, а там уже, ну, как получится. Получилось уехать в Испанию, в Мадрид, получить там визу. Отдельная история, отдельное видео, как мы ее получали, все расскажу. Ну, вот такой этап очень интересный, и впервые я был в Европе, впервые я посетил Испанию, поэтому приятное с полезным, вот действительно так оно и было. В общем, я подошел к концу своего видео, смотрите, очень так, мне кажется, динамично, все четко, ясно описал все важные этапы, что я делал, чтобы получить визу. Я понимаю, что после моего этого видео вопросов еще больше, чем ответов, но, как я вам и сказал до этого, мы начинаем разбираться в этом во всем, да. Я не могу в одном видео рассказать все детально, никто не будет смотреть это. Я считаю, что знать основные этапы – это уже отлично. По каждому из них мы будем проходить отдельными видео, буду рассказывать детально. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что оно было полезным для вас. Если вы так считаете, то обязательно подпишитесь на мою страницу, на мой канал, поставьте лайк этому видео, оставьте любой комментарий. Да, понравилось, какие-то вопросы, еще что-то, давайте обсуждать. Это очень сильно поможет подняться моему видео в рекомендациях. Больше людей увидит его, у меня будет больше мотивации снимать дальше, рассказывать, общаться с вами. В общем, все, что мы планируем делать. Поэтому большое спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Уверен, если вы поймете меня, если вы будете двигаться в том же направлении, что и я, ваша цель по переезду в США, она реализуется. Уверен в вас, продолжайте в том же духе. Пока!